Всем добрый день! Сегодня речь пойдет про версию 30.80.88. В этой версии были реализованы две новые фичи. Первая из них — это масштабирование, которое было добавлено в модуль Visivik и в модуле Events. Покажу на примере. Допустим, мы работаем вот над этой страничкой, и нам сейчас интересен вот этот контейнер. В нем достаточно много компонентов лежит внутри, они все очень тесны друг к другу, и возможно бывает, что при перемещении или создании нового довольно тяжело разобраться, что к чему. В общем, если мы зажмем клавишу Ctrl и начнем крутить колесико, то мы можем изменять наш масштаб в большую или меньшую сторону. Допустим, приблизив так, мы можем спокойно работать с этим компонентом, причем также двигать все, создавать, удалять все, что хотим. Ну или наоборот, если, допустим, у нас сильно большая страничка, мы хотим ее увидеть всю, уменьшить, то, пожалуйста, мы уменьшили. А при этом, если вы хотите вернуться назад в нормальный масштаб, можно зажать клавишу Ctrl и кликнуть курсором мыши на любое место. Вот она, масштаб воссоздался. Вот то же самое происходит в ивентах. Вот, допустим, откроем страничку, где много eventов и экшенов на одной странице. Вот здесь не видно всей структуры, лежит очень большую площадь, занимают event и экшены, и мы можем уменьшить масштаб, чтобы посмотреть, что к чему. И, допустим, нам с вами интересно вот эта группа eventов и экшенов. Мы можем подвести сюда курсор, также зажать на клавишу Ctrl и нажать мышку. Вот она стала в середине при нормальном масштабе. Ну, теперь, если нужно, можем увеличить масштаб и работать с ними как-то. Вот. То, что касаемо первой фичи. Второе — это изменяемые размеры у атрибутов в комбо-боксах. Что это значит? Вот, допустим, у нас есть компонент текст. У него есть такой атрибут, как выбор шрифтов. Здесь довольно такой большой список, и нужно прокручивать скролл, чтобы посмотреть все или найти какой-то нужный. А теперь можно подвести указатель мыши справа вниз и потянуть. Мы сделаем размер, который нам нужен, ну, естественно, максимально возможно. И тут уже видно все, можем посмотреть, какой нам интересен, и выбрать его. Вот это относится абсолютно ко всем атрибутам, которые здесь есть, особенно у типа копий, когда там иногда бывает офигенно много количества элементов. Ну, в общем, вот эти пока две новые фичи.